Вот это, собственно, особняк Брусницына, в честь которого назван квартал. Вот так вот он выглядит. Внутри у него даже есть сад. Вот это. Начало Вот это, хорошее. да. Вот то вот здание, которое сзади, это, собственно, особняк Брусницыных, о чем мы не знали. И там даже экскурсии к нему водят. Там все такое страшное, осыпающееся. Они приглашают в сотрудничество. Но вот и пространство общественное, которое вот на той стороне, соответственно, вот это вот общественное пространство Брусницына, оно в честь этого особняка. Но как-то стрёмненько. Вот туда мы идем, там вход. Здесь сверху над дорогой такой проходик. Здесь вот это офисные здания, они потихонечку расширяются. Здесь кафешечка, вот туда вход Брусницына, сейчас мы сюда зайдем. А там дальше, да, там дальше более известное пространство. Сегодня здесь повышенная безопасность. Вот как он выглядит сейчас. Последний раз, когда мы были здесь было магазинов 10 открыто. Вот эта веранда была открыта наверху, второй этаж. Культурный базар. Ух ты мой. Эталон кафе, гриль и вино. По карте здесь что-то около 12 крупных ресторанов и куча всяких разных забегаловок. Да, забыл сказать, чем мы здесь сегодня. Здесь сегодня день израильской кухни. Будут разные представления, скажем так. В 4 часа здесь будет фестиваль фалафелей. Уже? Ну вот, значит, пойдем смотреть. Вот, день израильской кухни. Вот прямо там обозначено. За этой стеной, кстати, спортивные мероприятия проходят. Мы туда тоже подойдем потом. Вот здесь вот еще небольшой участочек. Там качельки, детская площадка, сделали детскую площадочку. Вот это все вот израильская кухня. Если смотреть. На самом деле пространство небольшое. Из израильских настоящих ресторанов это Савив. И Лехаим — это кошерная кухня при синагоге от ресторана. Савив значит вокруг, в переводе с иврита. Есть еще несколько, типа израильских, типа кошерных. Ну, можно слышать, как на заднем плане играет музыка на иврите. Традиционная музыка где-то 90-х годов. И да. Это, собственно, весь Брусницын. Вот то, что я говорил при входе. Внутри спортивное пространство. Там, раньше было баскетбольное кольцо. Вот, теннис настольный. Это территория бывших нескольких заводов. Ее немножечко облагородили, где нужно, а где нет, прямо оставили как есть. Вот стоят теннисные столы. Там дальше какой-то еще что-то там в складе. То ли ресторан, то ли что. Стоят скамеечки, качельки, песочница и залив. Там вот ЗСД, платная трасса питерская, которая соединяет Васильевский остров с Петроградкой. Раньше здесь было как на том берегу. То есть, разумеется, вот этого помоста этого ничего не было. Там вот где здание с белыми колоннами, чуть дальше, это уже другое общественное пространство.
Брусницын открылся позже Севкабеля. Севкабель — это вот там дальше, опять-таки по названию завода, северо-западный кабель, который теоретически существует. Еще раз, это все заводские корпуса. Вот то с белыми, там какой-то дом культуры в свое время был. Да. А там вот тихо. Они хотели еще дальше продолжить, но, по-моему, там договоренности нет. Но на самом деле у Брусницына есть еще проход внутри Севкабеля по дворам. Мы попробуем туда подойти, посмотреть. Брусницына. Даже есть спуск к заливу. Вот стоят внизу такие скамеечки. Мини-маяк. Машина израильского концерта. Сегодняшний день израильской кухни проходит под патронажем израильского консульства. Да, почему это? Вот Брусницына. Качельки прекрасные, на которых можно кататься взрослым и деткам. Всем, кто чувствует себя взрослым и деткам. Вот такие скамеечки. Корпоративы, отрезальчики. Вот там, вот, я уже говорил, за белый колонны Севкабель. Здесь тоже красивая половина травка, на которой можно летать. Шахматы. Местечко небольшое, уютное, компактное. Внутри тоже есть несколько помещений. Вот прям старая арка с времен завода. Тут кафешечку сделали. Это называется культурный базар. Еще не заселенное помещение. Выход. Старые стены. Выставка японского искусства. Красота. То есть вот эти перегородки — это все новое, внутри разделили. Вот видно прям. Красота какая. Это что за оранжерея? Офигенная, красивая. А, это клубничная оранжерея. Клубничку, малину, свежую. Ну, так я говорю, вот она продается. Малинка свежая. Прямо здесь растет клубничка. Это внутренний дворик. Мы были со стороны набережной, на него смотрели. Вот тут есть театр.
Наверху пространство для мероприятий. И вот проход туда. Мои юношеские годы прошли в Новосельевском, поэтому здесь мы тоже бывали, бегали с ребятами. Это самая окраина. Здесь не было никогда жилых домов с этой стороны. А сейчас ты как раз в кадре. И то, что сейчас здесь сделали, это, конечно, для тех, кто видел, как это было, это прям вот шок. Огромное количество народу. Мы сейчас идем к Севкабель-порту. Кожевенная линия. Севкабель, собственно, вот на этой стороне. Ну, по названию понятно. Севкабель. Делали здесь кабеля, оснастку. Это промышленный район. Парковка в Новосельевском теперь платная. Поэтому здесь небольшой трешак с этим. Мы нашли парковку на соседней улице, благо я знаю, где можно припарковаться, тоже платную, но в любом случае есть где. Вот сейчас можно будет сравнить Севкабель с Брусницыным. Напоминаю, что Брусницын — это не общественное пространство, это какой-то культурно-общественный центр, как-то так. Вот автобус ходит теперь. Вот, и вот идем туда. Подходим к входу в Севкабель, это противоположная сторона. Вот там вот, сколько я помню, какие-то военные, то ли институт, то ли училище с ремонтом. А вот тут снесли, и вполне возможно, что появится жилой комплекс. Легенда, вот написано, легенда Васильевского. Ну, то есть вот это все под снос, красота не описана. А вот там вот по Кожевенной 40 уже внутри Севкабеля. Мы здесь зайдем. Вот это уже общественное пространство со всеми необходимыми атрибутами. Зимой здесь заливают каток на большой площади. Внутри в том корпусе, в старом большом цеху, проходят разные выставки, базары, рынки. Куча ресторанов, прокат велосипедов, столики на улицах, концерты разные. Народу дофига, да. Народу просто дофига. Все время что-то открывается новое. В прошлый раз мы были, вот этих магазинчиков внизу не было. Велосипеды покатали. Да. Ну, подойдем туда, посмотрим сначала. Вот этого тоже не было, огромного экрана. Вот напоминает о Севкабеле, вот эти катушки кабельные, ну, декоративные, понятное дело. Вот на этом месте зимой заливается каток. Вот ДК, который мы видели с той стороны из Брусницына. Это называется барная линия. Как бы, ну, понятно как. Почему? В этом здании дом быта советский был, и сейчас остались какие-то помещения такого плана. Куча ларечков. Стирайте грязные мысли. Ну да. Вот здесь летом здесь сцена, программа. Вот 18 августа тоже какие-то мероприятия проходят. Ну, здесь появился ВК, Яндекс 360. Короче, фестиваль уличного кино. Вот, вспомнил я, здесь кино показывают. Видишь, летний зал? 45 дней сотни кино, сериалов премьер. Кинопоказ. Ну, пошли на набережную, на саму. Настольный хоккей. Привет из детства.
Там тоже что-то детская раскраска, что ли? Угу. Ну что, а ты будешь ждать ас? Киношечка идет. Нет. А зачем? Я тебе голову. Это все выездные ларечки. На самом деле есть куча ресторанов и мест, где можно перекусить с другой стороны. И вот мы опять выходим. Ух ты, Тибанк. Ху-ху-ху-ху. Мы выходим опять на набережную. Здесь раньше были какие-то технические причалы, наверное. Понятия не имею, зачем здесь вот такая штука. Вот там вот вдалеке это бывший порт пассажирский города Ленинграда, Санкт-Петербурга, который сейчас закрыт. Там общежитие и какой-то институт. Здесь вот кораблик болтается на волнах. Отсюда ты понимаешь, что есть экскурсия. Старый порт. И вот там Брусница. Очень все раскрутили, развили. Ну вот обычно народ вот тут вот снимается, потому что здесь такие вот скамеечки у стены стоят. На них народ полулежит на травке. Мы когда были вот в этом здании с колоннами, было 3, наверное, ресторана открыто. Внутри еще все было так, это недоделано. Был там какой-то только сданный туалет, проход. Дверь стеклянная. Сейчас прям толпы народу. Ну реально, одно из сейчас уже, наверное, в Питере многих мест, а раньше это было одно из первых, чуть ли не первое место, где вот можно вот прийти, расслабиться, отдохнуть, покушать, позагорать, посидеть с друзьями у воды. На самом деле это звучит немножко прикольно, воды в Питере, ха-ха, но не так много мест в Питере, где вот так вот оборудована набережная. Вот сейчас в парке 300-летия Юра-центр, еще один такой, на Васильевской, с другой стороны тоже есть такое общественное пространство, променад. И здесь все качели собрала, по ее собственному выражению. Про кого бы это? Это наша девочка. Все качели собиралка. Севкабель, барная линия. Бар расположен на первом этаже этого здания. Промышленного в свое время. На вторых этажах до сих пор разные производственные предприятия, мастерские, офисы. В принципе, там есть проход внутри, и можно выйти, там, допустим, делают стекла, нарезают, там какие-то двери. А с этой стороны вот народ гуляет. Как я уже говорил, в планах у них как можно больше под себя, ну, подметь некрасивое слово, под себя сделать. Вот это вот тоже не было. Прохода здесь прямого не было, проходили дворами. Концерты у моря. У моря. Это типа моря. Тут здесь сцена. Это последний бар в этой линии. И
и дальше уже пространство ничейное и брусницей начинается. Это проход пешеходный внутри Севкабеля. Как я и говорил, вот так внутри выглядит презентабельное снаружи презентабельное место. В этом вот здании, вот оно с белыми колоннами с той стороны, в нем все эти бары. А вот здесь производственные мастерские всякие разные. Вот стекольная. Стеклофарма. Там дальше гаражи, здесь какие-то подстанции. Ну, такой вот типичный промышленный двор. Абсолютно стандартный. И не думаю, что народ хочет отсюда уезжать. Арендаторы, владельцы. Ну, понятно, что здесь Исткабель, Севкабель как-то вот потихонечку внедряется. Вот проход, который барная линия. Вот проход к туалетам, и 2 ресторана сюда выход сделали. Но на самом деле вот проход к дому быта, который на кожевенной линии корпуса. То есть вот там вот еще раз общественное пространство, набережная, прекрасные бары. И здесь вот мы сейчас выйдем в пространство с другой стороны. Вот дом быта. Произойдет ли когда-то полное слияние, договорятся ли они, нужно ли это тем и другим, пока не очень понятно. Это называется арт-квартал. Тут ухитрились влезть бутики, но это на самом деле местный, скажем так, уличный рыночек. Вот так это выглядит. То есть тут есть и что-то из вторички. Здесь индивидуальные предприниматели торгуют. Ну, рыночек. Там дальше кафешки. Опять-таки все это вот в таком зале. Есть 2-й этаж, там выставка платная. И последний участочек Севзап Исткабеля. Тут вот такие инсталляции, там детские всякие ползалки, лазалки. Здесь здание это тоже стритфуд. Эти хумусы израильские, шаверма, лаваше, чанк. На вкус и цвет, как говорится.